Николай Васильевич Гоголь. Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная дьячком Энской церкви. За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность. Он до смерти не любил пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его рассказать что сызнова, то смотри, что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя. Раз один из тех господ, нам, простым людям, мудрено и назвать их, писаки они, не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках нахватают, напросят, накрадут всякой всячины, да и выпускают книжечки не толще букваря каждый месяц или неделю. Один из этих господ и выманил у Фомы Григорьевича эту самую историю, а он вовсе и позабыл о ней. Только приезжает из Полтавы тот самый панич в гороховом кафтане, про которого говорил я, и которого одну повесть вы, наверное, думаю, уже прочли. Привозит с собою небольшую книжечку и, развернувшись посередине, показывает нам. Фома Григорьевич готов уже был оседлать нос свой очками, но, вспомнив, что он забыл их подмотать нитками и облепить воском, передал мне. Я, так как грамоту кое-как разумею и не ношу очков, принялся читать. Не успел перевернуть 2 страниц, как он вдруг остановил меня за руку. «Постойте! Наперед скажите мне, что это вы читаете?» Признаюсь, я немного пришел в тупик от такого вопроса. «Как что читаю, Фома Григорьевич? Вашу быль, ваши собственные слова?» «Кто вам сказал, что это мои слова?» «Да чего лучше, тут и напечатано, рассказано таким-то дьячком». «Плюйте же на голову тому, кто это напечатал! Бреша, сучий москаль! Так ли я говорил? Что-то же як у кого чертма поклепки в голове! Слушайте! Я вам расскажу ее сейчас!» Мы придвинулись к столу, и он начал. «Дед мой, царство ему небесное, чтоб ему на том свете елись одни только буханцы пшеничные да маковники в меду, умел чудно рассказывать. Бывало, поведет речь, целый день бы не подвинулся с места и все бы слушал. Уж не чита какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля весть, да еще и языком таким, будто ему 3 дня есть не давали, так хоть берись за шапку да из хаты. Как теперь помню, покойная старуха, мать моя, была еще жива, как в долгий зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напевая песню, которая как будто теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате, веретено жужжало, а мы все дети, собравшись в
кучку слушали деда, не слежавшего от старости более 5 лет своей печки. Но не дивные речи про давнюю старину, про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела подковы, 1,5 кожуха их Сагайдачного не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу, и волосы ерушились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается Бог каким-то чудищем. Случится, ночью выйдешь зачем-нибудь из хаты, вот так и думаешь, что на постели твоей уклался спать выходец с того света. И чтобы мне не довелось рассказывать этого в другой раз, если не принимал часто издали собственную положенную в головах свитку за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал, и что бывало не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которые, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы есть умение. Им все, что не расскажешь, в смех. Этакое неверие разошлось по свету. Да чего вот не люби Бог меня и пречистая дева, вы, может, даже не поверите. Раз как-то заикнулся про ведьм. Что ж, нашелся сорвиголова. Ведьмам не верит. Да слава Богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым провозить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку, а и те открещивались от ведьм. Но приснись им, не хочется только выговорить, что такое. Нечего и толковать об них. Лет куда более чем за 100, говаривал покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто. Хутор, самый бедный хутор, избенок 10, не обмазанных, не укрытых, торчало то сям, то сам посреди поля. Ни плетня, ни сарая порядочного, где бы поставить скотину или воз. Это еще богачи так жили, а посмотрели бы на нашу братью, на голь. Вырытая в земле яма, вот вам и хата. Только по дыму и можно было узнать, что живет там человек Божий. Вы спросите, отчего они жили так? Бедность, не бедность, потому что тогда казаковал почти всякий и набирал в чужих землях немало добра, а больше от того, что незачем было заводиться порядочную хатою.
Какого народу тогда не шаталось по всем местам! Крымцы, ляхи, литвиновство. Бывало то и что и свои наедут кучами и обдирают своих же. Всего бывало. В этом хуторе показывался часто человек. Или лучше дьявол в человеческом образе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал. Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в воду, и слуху нет. Там, глядь, снова будто с неба упал. Рыскает по улицам села, которого теперь и следу нет, и которое было, может, не дальше 100 шагов от диканьки. Понаберет встречных казаков. Хохот, песни, деньги сыплются, водка, как вода. Пристанет бывалых красным девушкам, надарит лен, серег, матист, девать некуда. Правда, что красные девушки немного призадумывались, принимая подарки. Бог знает, может, в самом деле перешли они через нечистые руки. Родная тетка моего деда, содержавшая в то время шинок по нынешней Опошнянской дороге, в котором сейчас часто разгульничал Басаврюк, так называли этого бессоновского человека, именно говорила, что ни за какие благополучия в свете не согласилась бы принять от него подарков. Опять, как же не взять? Всякого проберет страх, когда нахмурит он, бывало, свои щетинистые брови и пустит из-под лобья такой взгляд, что, кажется, унес бы ноги бог знает куда. А возьмешь, так на другую же ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота с рогами на голове и давай душить за шею, когда на шее маниста, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента. Бог с ними тогда, с этими подарками, но вот беда, и отвязаться нельзя. Бросишь в воду, плывет чертовский перстень, или маниста поверх воды, и к тебе же в руки. В селе была церковь. Чуть ли еще, как вспомню, не святого Пантелея. Жил тогда при ней и иерей, блаженной памяти отец Афанасий. Заметив, что Басаврюк и на светлое воскресенье не бывал в церкви, задумал было пожурить его, наложить церковное покаяние. Куда на силу ноги унес? «Слушай, паночи!» — загремел он ему в ответ. «Знай лучше свое дело, чем мешаться в чужие. Если не хочешь, чтоб козлиное горло твое было залеплено горячей кутьёю». Что делать с окаянным? Отец Афанасий объявил только, что всякого, кто спознается с Басаврюком, с
станет считать за католика, врага церковной церкви и всего человеческого рода. В том селе был у одного казака прозвищем Коржа работник, которого люди звали Петром Безродным. Может, от того, что никто не помнил ни отца его, ни матери. Староста церкви говорил, правда, что они на другой же год померли от чумы. Но тетка моего деда знать этого не хотела и всеми силами старалась наделить его родней, хотя бедному Петру было в ней нужды столько, сколько нам в прошлом снеге. Она говорила, что отец его и теперь на Запорожье, был в плену у турок, натерпелся мук, Бог знает каких, и каким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тягу. Чернобровым девчинам и молодицам мало было нужды до родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привязать к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай и в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане злотых. И это бы еще небольшая беда, а вот беда у старого Коржа была дочка-красавица, какую, я думаю, вряд ли досталось вам видывать. Тетка покойного деда рассказывала, а женщины, сами знаете, легче поцеловаться с чертом. Не во гнев было сказано, нежели назвать кого красавицею. Что полненькие щеки казачки были свежи и яркие, как мак, самого тонкого розового цвета, когда, умывшись Божьей росою, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком, что брови, словно черные шнурочки, какие покупают теперь для крестов и дукатов девушки наши у проходящих по селам с коробками москалей, ровно нагнувшись, как бы глядели в ясные очи, что ротик, на который, глядя, облизывалась тогдашняя молодежь, кажись, на то и создан был, чтоб выводить соловьиные песни, что волосы ее черные, как крылья ворона, и мягкие, как молодой лен. Тогда еще девушки наши не заплетали их в дребушки, переливая красивыми ярких цветов синдичками, падали курчавыми кудрами на шитый золотом кундуш. Эх, не доведи Господь возглашать мне больше на крыласе аллилуйя, если бы вот тут же не расцеловал ее, несмотря на то, что сеть пробирается по всему старому лесу, покрывавшему мою макушку, и под боком моя старуха, как бельмо в глазу.
Ну, если где парубок и девка живут близко один от другого, сами знаете, что выходит. Бывало, ни свет ни заря, подковы красных сапогов и приметны на том месте, где раздобаривала Пидорка со своим Петрусем. Но все бы коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе. Да раз, ну, это уже видно, что никто другой, как лукавый, дернул. Вздумалось Петрусю, не осмотревшись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, как говорят, от всей души, в розовые губки-казачки. И тот же самый лукавый, чтоб ему, собачьему сыну, приснился крест святой, настроил с дуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему почудился он громче, чем удар макогона об стену, которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью за неимением фузея и пороха. Очнувшись, снял он со стены дедовскую нагайку и уж хотел было покропить ею спину бедного Петра, как откуда ни возьмись, 6-летний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и в испуге схватил ручонками его за ноги, закричав: «Тятя! Тятя! Не бей Петруся!» Что прикажешь делать? У отца сердце не каменное. Повесивши нагайку на стену, вывел он его потихоньку из хаты. «Если ты мне когда-нибудь покажешься в хате или хоть только под окнами, то слушай, Петро, ей-богу, пропадут черные усы, да селедец твой вот уже 2 раза обмотавается вокруг уха. Не будь я Терентий Корж, если не распрощается с твоей макушей». Сказавши это, дал он ему легонько рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. Вот тебе и доцеловались. Взяла кручина наших голубков, а тут и слух по селу, что к коржу повадился какой-то лях, обшитый золотом, с усами, саблею, со шпорами, с карманами, бренчавшими, как звонок от мешочка, с которым пономарь наш Тарас отправляется каждый день по церкви. Ну, известно, зачем ходит к отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вот один раз Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего. «Ивасю, мой милый, Ивасю, мой любый, беги к Петрусю, мое золотое дитя, как стрела из лука, расскажи ему все». Любила б его карие очи, целовала бы его белое личико, да не велит судьба моя,
ни один рушник вымочила горючими слезами. Тошно мне, тяжело на сердце, и родной отец враг мне, не волит идти за нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе. Будут дьяки петь вместо кобей сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим, понесут меня. Темная, темная моя будет хата из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше. Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, как невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи. А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золото и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глаз поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба. Только и дьяков не будет на той свадьбе. Ворон черный прокрячет вместо попа надо мною. Гладкое поле будет моя хата, сизая туча моя крыша. Орел выклюет мои карие очи, вымоют дожди казацкие косточки, и вихрь высушит их. Ну что ж я, на кого? Кому жаловаться? Так уж, видно, Бог велел. Пропадать, так пропадать. Да прямехенько и побрел в шинок. Тетка покойного деда немного изумилась, увидевши Петруся в шинке. Да еще в такую пору, когда добрый человек идет к заутренне, и выпучила на него глаза, как будто спросонья, когда потребовал он куколь сивухи мало что не с полведра. Только напрасно думал бедняжка залить свое горе. Водка щипала его за язык, словно крапива, и казалось ему горше полыни. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно горевать тебе, казак!» Загремело что-то басом над ним. Оглянулся. Басоврюк. Какая образина! Волосы, щетина, очи, как у вола. Знаю, чего не достает тебе. Вот чего. Он брякнул с бесовской усмешкою кожаным, висевшим у него возле пояса кошельком. Вздрогнул Петро. Га-га-га! Да как горит! Заревел он, пересыпая на руку червонце. Га-га-га! Да как звенит! А ведь и дело только одно потребую. За целую гору таких цацек. «Дьявол!» – закричал Петро. «Давай его! На все готов!» Хлопнули по рукам.
Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору. Завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник. Не прозевай. Я тебя буду ждать о полночи в Медвежьем овраге. Я думаю, куры так не дожидаются той поры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как дожидался Петрусь вечера. То и дело, что смотрел, не становится ли тень от дерева длиннее, не румянится ли понизившееся солнышко. И что далее, тем нетерпеливей. Экая долгота! Видно, день Божий потерял где-нибудь конец свой. Вот уже и солнца нет. Небо только краснеет на одной стороне, и оно уже тускнет. В поле становится холодней. Примеркает, и смеркалось. На силу, сердцем только что не хотевшим выскочить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился к густым лесам в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк уже поджидал там. Темно, хоть в глаза выстрели. Рука об руку пробирались они по топким болотам, цепляясь за густо разросшийся терновник и спотыкаясь почти на каждом шагу. Вот и ровное место. Огляделся Петро. Никогда еще не случалось ему заходить сюда. Тут остановился и Басаврюк. Видишь ли ты, стоят перед тобою 3 пригорка. Много будет на них цветков разных, но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацветет папоротник, хватай его и не оглядывайся, чтобы позади тебя не случилось. Петро хотел было спросить, глядь, и нету уже его. Подошел к 3 пригоркам. Где ж цветы? Ничего не видать. Дикий бурьян чернел кругом и глушил всю свою густотою. Но вот блеснула на небе зорница, и перед ним показалась целая гряда цветов, все чудных, все невиданных. Тут же и простые листья папоротника. Поусомнился Петро и в раздумье встал перед ними, подпершись обеими руками в боки. Что тут за невидальщина? 10 раз на день случается, видишь это зелье? Какое ж тут диво! Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться? Глядь, краснеет маленькая цветочная почка и как будто живая движется. В самом деле чудно. Движется и становится все больше, больше и краснеет, как горячий уголь. Вспыхнула
Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и другие около себя. «Теперь пора», — подумал Петро и протянул руку. Смотрит. Тянутся из-за него сотни мохнатых рук, также к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло. На пне показался сидящим босоврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очень недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только. Рот в половину разинут, и ни ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно! Но вот послышался свист, от которого захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумела, цветы начали между собою разговаривать, голоском тоненьким, будто серебряные колокольчики, деревья загремели сыпучей бранью. Лицо босоврюка вдруг ожило, очи скверкнули. «На силу воротилась яга!» — проворчал он сквозь зубы. «Гляди, Петро! Станет перед тобою сейчас красавица! Делай все, что не прикажет. Не то пропал навеки». Тут разделил он суковатую палкою куст черновника, и перед ними показалась избушка. Как говорится на курьих ножках. Босоврюк ударил кулаком, и стена зашаталась. Большая черная собака выбежала навстречу и с визгом, обратившись в кошку, кинулась в глаза им. «Не бесись, не бесись, старая чертовка!» — проговорил босоврюк, приправив таким словцом, что добрый человек и уши бы заткнул. Глядь! Вместо кошки старуха с лицом сморщившимся, как печеное яблоко, вся согнутая в дугу, но с подбородком, словно щипцы, которыми щелкают орехи. «Славная красавица!» — подумал Петро, и мурашки пошли по спине его. Ведьма вырвала у него цветок из рук, наклонилась и что-то долго шептала над ним, впрыскивая какую-то водою. Искры посыпались у нее изо рта, пена показалась на губах. «Бросай!» — сказала она, отдавая цветок ему. Петро подбросил. И что за чудо! Цветок не упал прямо, но долго казался огненным шариком посреди мрака и словно лодка плавал по воздуху,
наконец потихоньку начал спускаться ниже и упал так далеко, что едва приметна была звездочка, не больше макового зерна. «Здесь!» — гулко прохрипела старуха, а босоврюк, подавая ему заступ, промолвил: «Копай здесь, Петро, тут увидишь ты столько золота, сколько ни тебе, ни коржу не снилось». Петро, поплевывая в руки, схватил заступ, надавил ногою и выворотил землю. В другой, в третий, еще раз. Что-то твердое. Заступ звенит и не идет далее. Тут глаза его ясно начали различать небольшой, окованный железом сундук. Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю. И все, чем далее, глубже, глубже, а позади его слышался хохот, более схожий с змеиным шипением. «Нет, не видать тебе золота, пока не достанешь крови человеческой», сказала ведьма и подвела к нему дитя лет 6, накрытое белою простынёю, показывая знаком, чтоб он отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость отрезать ни за что, ни про что человеку голову, да еще и безвинному ребенку. В сердцах сдернул он простыню, накрывшую его голову, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручонки сложило бедное дитя накрест, и головку повесила. Как бешеный подскочил с ножом к ведьме Петро и уже занес было руку. Что ты обещал за девушку?» Грянул босоврюк и словно пулю посадил ему в спину. Ведьма топнула ногою, синее пламя выхватилось из земли. Середина ее вся осветилась и стала как будто из хрусталя вылита. И все, что не было под землею, сделалось видимо, как на ладони. Червонцы, дорогие камни в сундуках, в котлах, грудами были навалены под тем самым местом, где они стояли. Глаза его загорелись, ум помутился, как безумный ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи. Дьявольский хохот загремел со всех сторон, безобразные чудища стаями скакали перед ним, ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь. Все пошло кругом в голове его. Собравшись все силы, бросился бежать он. Все покрылось перед ним красным цветом. Деревья все в крови, казалось, горели и стонали. Небо, раскалившись, дрожало. Огненные пятна, как молнии, мерещились в его глазах. Выбившись из сил, вбежал он в свою лучашку
и как сноп повалился на землю. Мертвый сон охватил его. 2 дни и 2 ночи спал Петро без просыпу. Очнувшись на 3-й день, долго осматривал он углы своей хаты. Но напрасно старался что-нибудь припомнить. Память его была как карман старого скряги, от которого полушки не выманишь. Понятувшись немножко, услышал он, что в ногах брякнуло. Смотрит. 2 мешка с золотом. Тут только будто сквозь сон вспомнил он, что искал какого-то клада и что было ему очень страшно в лесу. Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять. Увидел корж мешки и разнежился. Всякой такой Петрусь немазанный, да я не любил его. Да не был он у меня как сын родной, и понес хрыч небывальщину, так что того до слез разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, как проходившие мимо цыгане украли Ивася. Но Петро не мог даже и вспомнить лица его. Так обморочила проклятая бесовщина. Мешкать было незачем. Поляку дали под нос дулю, да и заварили свадьбу, напекли шишек, нашили рушников и хусток, выкатили бучку горилки, посадили за стол молодых, разрезали каравай, брякнули в бандуры и цимбалы, сопилки, кобзы, и пошла потеха. Ах! В старину свадьба водилась не в сравнении с нашей. Тетка моего деда бывало расскажет: люли только, как девчата в нарядном головном уборе, из желтых, синих и розовых стричек, наверх которых навязывался золотой галун, в тонких рубашках, вышитых по всему шву красным шелком и унизанных мелкими серебряными цветочками, в сафьяных сапогах, на высоких железных подковах, плавно, словно павы, и шумом, как вихрь, скакали по горлице, как молодицы с корабликом на голове, которого верх сделан был весь из сузолотчей парчи с небольшим вырезом на затылке, откуда выглядывал золотой очипок, с 2 выдавшимися один наперед, другой назад рожками, самого мелкого черного смушка, в синих, из лучшего полта бенеку, с красными клапанами кундужах, важно, подбоченившись, выступали поодиночке и мерно выбивали гопака, как парубки в высоких казацких шапках, в тонких суконных свитцах, затянутых сшитым серебром поясами, с люльками в зубах, рассыпались перед ними мелким бесом и подпускали турусы. Сам корж не утерпел, глядя на молодых, чтобы не тряхнуть стариною, с бандурою в руках,
потягивая люльку и вместе припевая, с чаркою на голове, пустился старичина при громком крике гуляк в присядку. Чего не выдумают на веселе? Бывало, начнут наряжаться в харе. Боже ты мой, на человека не похожи. Уж не чета нынешним переодеванием, что бывает на свадьбах наших. Что теперь? Только что корчат цыганок да москалей. Нет, вот бывало, один оденется жидом, а другой чертом. Начнут сперва целоваться, а после ухватятся за чубы. Бог с вами! Смех такой нападет, что за живот хватаются, пооденутся в турецкие таратские платья. Все горит на них, как жар, а как начнут дуреть, да строить шутки. Но тут хоть святых выноси. С теткой покойного деда, которая сама была на этой свадьбе, случилась забавная история. Бывало, она одета была тогда в татарские широкие платья и с чаркою в руках угощала собрание. Вот одного дернул лукавый окатить ее сзади водкою, а другой тоже, видно, видно, не промах, высек в ту же минуту огня, да и поджег. Пламя вспыхнуло. Бедная тетка, перегнувшись, давай сбрасывать себя при всех платья. Шум, хохот, яролаж поднялся, как на ярмарке. Словом, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы. Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панью. Всего вдоволь, все блестит. Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. От черта не будет добра, поговаривали все в один голос. Откуда же, как не от искусителя люда православного, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего вдруг в самый тот день, когда разбогател он, басоврюк пропал? Как в воду! Говорите же, что люди выдумывают. Ведь в самом деле не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего, что с ним сделалось, Бог знает, сидит на одном месте и хоть бы слово с кем, все думает. И как бы хочет что-то припомнить. Когда Пидорке удастся заставить его о чем-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведет речь, и развеселится даже. Но ненароком посмотрит на мешки и... Постой, постой, позабыл, кричит и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызнова приходит на ум, и опять все ушло. Кажется, сидит в шинке, несут ему водки, жжет его водка, противная ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его, но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место. Что не делала Пидорка, и совещалась с знахарями, и переполох выливали,
и сонюшницу заваривали. Ничто не помогало. Так прошло и лето. Много казаков обкосилось и обжалось. Много казаков поразгульнее других и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, но крапивянок уже и в повине не было. В степях закраснело, скирды хлеба то сям, то сам, словно казацкие шапки пестрели по полю. Попадались по дороге и вазы, заваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче, и местами стали прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снегирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем, как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам зажженную люлькою в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и щука хвостом лед расколотила, а Петро все тот же, и чем далее, тем еще суровее. Как будто прикованный сидит посередине хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен и все думает об одном, все силится припомнить что-то и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико поднимается с своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как бы хочет уловить его. Губы шевелятся, будто хотят произнести какое-то давно забытое слово, и неподвижно останавливаются. Бешенство овладевает им. Как полоумный грызет и кусает себе руки, и в досаде рвет клоками волоса, пока мест утихнув не упадет как бы в забытье, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука. Что за напасть Божия, жизнь не в жизнь стала в Пидорке! Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась бедняжка своим горем. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянцы, ни усмешки. Изныла, исчахла, выплакались ясные очи. Раз кто-то уже, видно, жалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все, на свете все болезни. Решилась попробовать последнее средство. Слово за слово уговорила старуху идти с собою. Это было в вечеру, как раз накануне Купалы. Петро в беспамятстве лежал на лавке, не примечал вовсе новой гости, как вот мало-помалу стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе. Волосы поднялись горою, и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. Вспомнил!
Закричал он в страшном веселье и, размахнувши топор, пустил им со всей силы в старуху. Топор на 2 вершка вбежал в дубовую дверь, старуха пропала, и дитя лет 7 в белой рубашке с накрытою головой стала посреди хаты. Простыня слетела, и Вась! Закричала Пидорка и бросилась к нему. Но привидение все с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом. В испуге выбежала она в сени, но, опомнившись, немного хотела помочь бы ему. Напрасно. Дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди, принялись стучать, высадили дверь. Хоть бы душа одна. Вся хата полна дыму, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам. Одни битые черепки лежали вместо червонцев. Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли казаки, как будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво. Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье, собрала оставшегося после отца имущества, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился. Но приехавший из Киева казак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки по всем приметам узнали Пидорку, что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова, что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божией Матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались на него глядя. Позвольте, этим еще не все кончилось. В тот самый день, когда лукавый припрятал к себе Петруся, показался снова Басаврюк. Только все бегом от него узнали, что за птица. Никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, чтобы отрывать клады. А как клады не даются нечистым рукам, так вон он приманивает к себе молодцов. Того же года все побросали землянки свои и перебрались в село. Но и там, однако ж, не было покоя от проклятого Басаврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок на Опошнянской дороге и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был, хрен знать сказать, чтоб малый
жареный баран. Калякали о сём и о том, было и про диковинки разные, и про чудо. Вот и померещилось. Еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем, что баран поднял голову, блудячие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на бараньей голове рожу босоврюка. Тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки. Честные старшины за шапки, да скорей восвояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать с глаз на глаз с дедовскою чаркою, не успел еще раза два достать до дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. Черт с тобою, давай креститься! А тут с половину его тоже диво. Только что начала она замешивать тесто в огромной диже. Вдруг дижа выпрыгнула. «Стой, стой, куды?» Подбоченившись, важно, пустилась в присядку по всей хате. Смейтесь, однако ж не до смеху было нашим дедам. И даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святою водою и гонял черта крапилом по всем улицам, а все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене. Да чего? Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно. А ведь еще не так давно. Еще покойный отец мой, и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валил дым, и, поднявшись высоко так, что посмотреть шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и черт, нечего бы и вспоминать его собачьего сына, так всхлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.